Он стоял в операционной, когда голос врача напряженно и быстро кричал: «Быстро держите давление!». Внутренние кровотечения были критическими. Показатели жизненных функций стремительно снижались. Врач держал давление, стараясь не допустить его снижения. Его руки были уверенными, быстрыми. Он боролся за каждое мгновение. Он один из лучших специалистов в своей области. Его репутация основана на беспрецедентных успехах. Его жизнь — это служение помощи людям. И самые яркие, самые ценные моменты в операционной, когда он чувствует, что делает что-то действительно важное. Но все изменилось, когда он встретил ее, женщину, которая стала для него смыслом всей жизни. Тогда все внутри него перевернулось. Он извинился за шутку о йогурте, хотя на самом деле сейчас он искал лекарства для матери. Ситуация накалялась. Он объяснил сестре, что для семейных дел важно оставаться в тени, что они — часть секретной жизни, которую никто не должен знать. Она — одна из лучших хирургинь, и он еще не рассказал Райану всей правды о себе, потому что боялся, что все разрушится. Время шло, и с приближающимся рождением ребенка он все больше осознавал, что ему нужно больше времени, чтобы подготовиться, чтобы справиться с этим новым этапом своей жизни. В этот момент появился Джеймс Томпсон, руководитель легендарной компании Thompson Group, и он помогает в управлении семейной больницей. Он говорит, что помогает, потому что искренне заботится о благополучии семьи. Он заметил, что сестра его беременна, и рассказал, что Райан требует от нее выполнения поручений и забот. Она торопится уйти, объясняясь, что делает массаж для своей сестры, и уже должна бежать. Вскоре в дом входит их мать, и начинается подготовка к семейному ужину, наполненному тревогой и надеждой. В это же самое время Райан, брат сестры, собирается развестись со своей женой, обвиняя ее в трагедии, в потере ребенка. Он кричит, что готов пойти на все, чтобы защитить мать и остановить ее. Он обвиняет ее в том, что она подлила кипящий суп, хотя сама говорит, что сделала это сама, случайно. Он угрожает судом и попытками разрушить ее репутацию, а она в ответ кричит, что он аншакото, мошенник, манипулятор и предатель. В разгар этой напряженной сцены она вдруг падает в обморок. Врачи начинают срочную операцию, и все происходит очень быстро. У нее внутри образовалось опасное кровотечение, которое нужно остановить немедленно, чтобы спасти ей жизнь. Временный исход, и он, наблюдатель всей этой сцены, понимает, что если не вмешаться, она умрет. Он кричит, чтобы начали операцию, и делает все возможное, чтобы помочь. Врачи работают слаженно, и когда операция наконец закончена, им удается стабилизировать ее состояние. Врачи говорят, что ситуация улучшилась, но опасность еще не миновала. Ей нужен постоянный уход и наблюдение. Он чувствует, как внутри все сжато, ведь он знает, что если бы не вовремя, она могла бы погибнуть. Эта история полна боли, страха, борьбы за жизнь. Он понимает, что это еще не конец. Его ждут новые испытания, новые битвы за правду, за справедливость. Он твердо решает, он будет бороться до конца, потому что вера в лучшее будущее и желание защитить своих близких — вот что держит его на плаву. Прошли часы, и все, наконец, стабилизировалось. Он стоит у кровати своей любимой, ощущая облегчение и одновременно тревогу. В его душе бьёкшма решимость не сдаваться, бороться за каждого, кто нуждается в помощи. Он знает, впереди еще много трудных дней, много испытаний, но он готов к ним. В этом мире, полном предательств и опасностей, он опора для тех, кто ему дорог. И он не остановится, пока не добьется справедливости. Время шло, и ситуация становилась все более напряженной. Врачи и родственники делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентки, но в глубине души все понимали, что это только начало.
Вскоре выяснилось, что у нее внутри образовалось опасное кровотечение, и без срочного хирургического вмешательства ее шансы на выживание резко уменьшались. Врачи вели нешуточную борьбу, чтобы остановить кровотечение, и в это время в зале появился Райан, брат ее мужа, одержимый идеей разрушить все, что осталось. Он был уверен, что его жена — причина всего, и что она виновна в трагедии. Он кричал, обвиняя ее в подливании кипящего супа, хотя все знали, что это было случайностью. Его слова звучали как приговор. Он собирался подать на развод, чтобы защитить мать и очистить имя семьи. В этот момент врачи и медсестры работали быстро и слаженно, чтобы остановить кровотечение. Врач Картер, который был в курсе ситуации, понимал, что время — их главный враг. Он кричал, чтобы начали операцию, и делал все возможное, чтобы спасти женщину. Внутри его сердце сжалось, когда он видел, как кровотечение угрожает ее жизни. Когда операция закончилась, врачи сообщили, что состояние стабилизировалось, но рана внутри все еще оставалась опасной. Время было на исходе, нужно было держать ситуацию под контролем, и он понимал, что если не предпринять дополнительных мер, она может умереть. Внутри него бушевала борьба. Он знал, что от него зависит очень многое, и что именно он должен принять решение, чтобы спасти ее. Пока врачи боролись за жизнь пациентки, ситуация за пределами больницы становилась еще более сложной. Вскоре выяснилось, что за этим стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Начались судебные разбирательства, и медийный шум, обвинения и слухи заполнили весь город. Врачи и руководство больницы обвиняли в неправильной работе, а в их адрес звучали обвинения в халатности и плохом качестве медицины. Доктор Картер, несмотря на все трудности, продолжал бороться за свою честь и профессиональную репутацию. Он понимал, что любой шаг может повлиять на его карьеру и будущее. Он собирался доказать свою правоту, разоблачить всех, кто пытался его опорочить, и найти истинную причину случившегося. Тем временем в центре внимания оказался Райан, который начал угрожать и требовать чтобы все были наказаны. Он обвинял медиков в халатности, а также подозревал, что за этим стоит какая-то коррупционная игра. Врачи и юристы готовились к судебным слушаниям, и ситуация накалялась. В самый напряженный момент, когда казалось, что все потеряно, выяснилось, что у сестры Райана, Эмили, есть тайна. Оказывается, она Зи, дочь влиятельных людей, связанных с компанией Картер и Томпсон, и ее отец — это крупный медицинский магнат, что делает ее судьбу еще более запутанной. Все понимали, что эта связь может кардинально изменить ход событий. Райан в отчаянии начал обвинять сестру в том, что она предательница и что она использует семейные связи для личной выгоды. Внутри него боролись чувства. Он любил свою сестру, но был готов на все, чтобы защитить свою семью. В то же время врачи продолжали бороться за жизнь пациентки, и ситуация оставалась критической. После того, как врачи спасли сестру Райана, Эмили, ситуация начала приобретать новые обороты. Внутри нее скрывалась темная тайна, которая могла изменить все. Оказалось, что ее отец — влиятельный бизнесмен, крупный магнат в сфере медицины, и он связал свою судьбу с компанией Картер. Эта информация шокировала всех. В этот момент выяснилось, что Эмили не просто дочь обычной семьи, а представитель могущественного рода, чей бизнес и связи тянутся на самые вершины медицинского мира. Райан, узнав об этом, был сбит с толку. Он всегда думал, что его семья простая, а теперь вдруг узнал, что его сестра — часть могущественной династии, которая связана с крупнейшими корпорациями и тайными сделками. Внутри него боролись чувства. Он понимал, что этот факт может разрушить все, что он знал о своей семье, и может повлиять на исход судебных разбирательств. Тем временем в больнице началась настоящая война информационной поддержки. СМИ публиковали новости о скандалах, обвинениях в халатности
коррупции и даже убийствах. Врачи и руководство больницы пытались оправдаться, но давление становилось невыносимым. В разгар этой борьбы на сцену вышли новые игроки. В частности, журналистка по имени Лаура. Она известна своей независимостью и стремлением разоблачать крупные коррупционные схемы. Она добралась до документов, которые свидетельствовали о том, что за трагедией сестры Райана стоят не только недоразумения, но и крупные финансовые интересы, связанные с компанией Thomson Group. Лаура начала публиковать серию статей, в которых прямо обвиняла руководство больницы в организации фальсификаций, подлогах и сокрытии информации. Вскоре ее статьи вызвали широкий общественный резонанс. Вся страна обсуждала опасность, которая грозит системе здравоохранения, и роль могущественных бизнесменов, которые используют медицину для своих целей. Внутри семейства Картер и Томпсон произошли серьезные разломы. Эмили, узнав о своих корнях, оказалась перед выбором – сохранить свою репутацию или действовать по совести. Она решила раскрыть всю правду, и в тот момент, когда ее отец узнал о раскрытии, он попытался ее убедить оставить все как есть. Райан, в свою очередь, был разрываем внутренними конфликтами. Он любил свою сестру, но понимал, что правда может разрушить всю их семью и бизнес. Однако, когда он увидел, сколько людей страдает из-за коррупции и неправедных дел, он решил, он не может больше скрывать правду. Наступил день суда. В зале собрались журналисты, врачи, родственники и представители власти. В центре — обвинения, доказательства и свидетельства. Эмили выступила с откровенной речью, рассказав о своих корнях, о том, что ее отец — крупный бизнесмен, и что за трагедией сестры стоит целая сеть коррупции и обмана. Райан подтвердил слова сестры, заявляя, что он всегда хотел только правды и справедливости. Он признался, что ранее был в тени, но сейчас готов сделать шаг навстречу свету. Постепенно, под напором доказательств и свидетельств, обвинения против больницы начали разваливаться. В итоге суд признал, что система была подорвана крупными интересами и что необходимо менять систему, чтобы подобное не повторялось. После окончания судебных разбирательств многие участники этой трагической истории почувствовали, что судьба дала им шанс начать все заново. Доктор Картер, который прошел через множество испытаний, решил оставить свою практику и посвятить жизнь реформированию системы здравоохранения. Он понял, что за каждой трагедией стоит не только личная боль, но и системные ошибки, требующие исправления. Эмили и Райан, несмотря на все испытания, нашли в себе силы простить друг друга и начать строить новые отношения, основанные на честности и доверии. Они решили продолжать дело их семьи, но уже с новым пониманием, что важнее всего в жизни — это правда и любовь. Медиа и общество наконец-то увидели истинную цену человеческой жизни и важность честного и прозрачного медицинского обслуживания. Врачи, которые раньше боролись за свои репутации, объединились, чтобы работать над улучшением системы и предотвращением подобных трагедий в будущем. И в конце концов, эта история стала уроком для всех, что даже в самых сложных ситуациях есть надежда, что правда и справедливость обязательно восторжествуют, что зло, скрытое за маской богатства и власти, всегда рано или поздно выходит на свет, и именно тогда начинается настоящее очищение.